Здравствуйте. Старый козел. Это во сколько? Когда наступает такая старость, что все в ужасе, зеркало пугает, из рук все валится, ничего нельзя, из двухтомника о вкусной и здоровой пище первый том «Вкусная пища» становится навсегда недоступным. Старость такая, когда не только уступают место в автобусе, но и перестают пускать в приличные места, объясняя, что старикам здесь не место. Возраст как наказание. Когда общество начинает бояться и придумывает запреты и ограничения, как бы чего ни вышло. Вам не надо выходить на улицу, вдруг вы потеряетесь. Вам не надо смотреть телевизор, вдруг умрете от наших новостей. Вам не полагается вставать с кровати, вдруг разобьетесь насмерть. Травля под видом заботы, чтоб побыстрее умер. Это во сколько лет? Травят стариков и обыватели, и начальники. Молодежь завистливым негодованием смотрит на «Мерседес» пожилого человека, кипит от ненависти. Зачем старику такая машина, когда мне она нужнее? Почему у него Rolex, который я бы надел сегодня на вечеринку? С какой стати у него особняк, где самое место мне с моими подругами? Начальники ненавидят результативнее. Создаются большие научные институты, ведутся серьезные исследования, проводятся грандиозные работы, и все ради того, чтобы эскимосы написали инструкцию для жителей Конго, как вести себя во время жары. Важнейшая государственная задача – создать причины, по которым старик становится дорогим обременением. Необходимо поднять для него цены, побыстрее выгнать на пенсию. Налог на старость должен выглядеть пристойно, заботливо, неотвратимо. Если состарился, но почему-то еще живой, начинай платить за место под солнцем на основании указов, распоряжений, законов. МВД Российской Федерации вышло с предложением наказать пожилых за возраст, ввести для них новые ограничения и ужесточить правила допуска к управлению транспортным средством для водителей старше 60 лет. С полицейской точки зрения старый козел – это в 60. Чтобы не выглядеть обычными эсэсовцами, полицейские заручились поддержкой Минздрава, Минтранса, МЧС и вместе прикрылись путинским указом о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, на перспективу до 2036 года. В этой бумажке Путин требует от страны снизить смертность в ДТП к 30 году в 1,5 раза, к 36-му в 2 раза. Люди не смеют погибать за рулем в недозволенных количествах. Только президент определяет квоту полагающихся смертей, поэтому задача МВД – добиться от населения спущенных сверху цифр. Сколько на самом деле в стране погибает людей в ДТП, не знает никто. По оценкам независимых экспертов, около 100 тысяч человек каждый год. Второе место в мире после Китая. Цифра настолько страшная, что ее запрещено знать и понимать. Вместо нее есть назначенные сверху данные и федеральная целевая программа «Безопасность дорожного движения» образца 2006 года. В ней, как в учебнике по алгебре для старших классов, в конце даны правильные ответы. Дозволенное правительством количество трупов в год. Но даже оно выглядело непристойно, поэтому в новой редакции убитых считают не в абсолютных числах, а на 100 тысяч населения. Задача снизить в 3,5 раза от неизвестного количества людей в стране. Федеральную целевую программу никто не собирался исполнять. Это обычный распил, и задача МВД – освоить выделенные из бюджета деньги, по возможности бессрочно продлевая программу. Но программу не продлили. Вместо нее случился национальный проект «Безопасные и качественные дороги» на сумму 4,7 триллиона рублей, откусить от которой сложно и опасно. 7 мая 2024 года подоспел подходящий указ номер 309 о национальных целях развития Российской Федерации. Полиция год думала, как на нем заработать. Придумала. Начать изводить стариков. Вся суть государственного управления России в создании запретов, ограничений, препятствий, преодолевая которые люди неизбежно начнут платить, давать взятки, тратить последнее. Путин повелел снизить смертность. Министры взялись за стариков, назначив им допустимый порог спокойного управления автомобилем до 60 лет. Никто не станет обращать внимание на противоречие с пенсионным возрастом. Работать в России требуется до 65, но шоферам только до 60.
Зато теперь все, кто за рулем почему-то не согласен считаться старым козлом, заплатят втридорога, чтобы продолжать жить по-человечески. Врачи знают, что возраст не может служить ограничением. Значение имеет лишь состояние здоровья, а оно всегда разное. Русские мужики, спившиеся возле трактора в 50 лет, умерли в полном расцвете сил и в состоянии полнейшего здоровья. Кавказские долгожители, привычно скачущие на лошадях в 100 лет, 40 из них будут покупать медсправку на права по удвоенному тарифу. По статистике, дефицит водителей в России за год увеличился на 50%. По официальным данным, в отрасли не хватает 150 тысяч водителей и еще 2 миллиона по неофициальным. Несмотря на рост зарплат, люди за руль не идут. А теперь их еще и не пустят, ужесточая медосмотр, правила допуска, стоимость страховки, отравив жизнь и сократив здоровое долголетие всем категориям водителей и профессионалам и частникам, поскольку старость в России наказуема на общих основаниях. Жизнь в России платная. За лишние годы жизни тем более придется доплачивать. И кто после этого старый козел? Самый мощный профсоюз в истории России – Викжель, созданный в августе 1917 года. Это профсоюз железнодорожников, занявшихся политикой. Тогда политикой занимали все, кому не лень – солдаты, матросы, крестьяне, рабочие, и железнодорожники тоже вставили свою запятую. С Викжелем считались, он был силой, диктовавшей властям свои правила. В подходящий момент Викжель ловко присягнул советской власти и вытребовал себе в управление всю железнодорожную сеть страны. Профсоюз получил власть. Еще более весомым достижением профсоюза стала уникальная договоренность о неприкосновенности работников железных дорог в условиях гражданской войны. Боевые действия красных и белых только на Дону имели оперативный простор, поскольку главными силами сторон стала кавалерия. Остальная гражданская война двигалась вдоль железных дорог. Отсюда такое распространение бронепоездов. Они применялись в этот короткий период. Их почти не было в Первую мировую. Им было нечего делать во Вторую мировую. В гражданскую они стали основной силой. Белые и красные воевали бронепоездами, ездили по железной дороге по всей стране на поездах, постоянно атаковали воинские эшелоны, захватывали друг у друга паровозы и никогда не трогали машинистов и бригаду. Профсоюз сделал их вне политики, и они одинаково возили и красных, и белых. Сегодня о такой же славе, силе, неприкасаемости мечтает профсоюз российских автомобильных дилеров с неудачным названием РОАД. Викжель звучал зубодробительно, как прочие аббревиатуры революции. РОАД созвучен русской освободительной армии РОА генерала Власова. Хочет РОАД полномочий, власти, неприкасаемости и денег. 25 триллионов в год. По своим подсчетам, РОАД оценивает на сегодня финансовую емкость автомобильного рынка России в 12 триллионов рублей. Страна потратит эти деньги на покупку 1 миллиона 300 тысяч новых автомобилей. Но этого мало и бедно. При таком объеме клиент лишь уедет из салона на новом китайце, не сильно обогатив дилера. А необходим не только хлеб с маслом, но еще и с икрой. Поэтому РОАДу требуется, чтобы население купило автомобилей в 2 раза больше, 3 миллиона, и все у дилеров, с последующим техобслуживанием, продажей запчастей в 3 конца. По доброй воле публика этого не сделает, следовательно, необходимо принуждение. Не хотят быть молодыми, здоровыми, богатыми, станут из-под палки, чтобы все на новеньких машинах, в галстуках и только что от дилера. Для этого профсоюз РОАД пишет закон, запрещающий стране автомобиля старше 15 лет. РОАД требует для владельцев старых и неугодных автомобилей наказания в виде увеличенного транспортного налога и техосмотра 2 раза в год. Чтобы РОАД был не так сильно похож на армию Власова, карательный натиск на старые машины должен считаться заботой и безопасностью. Автомобиль в возрасте 15 лет, который так ненавидит РОАД, он ведь выпущен в 2010-м. Насколько это плохая и опасная машина?
Ну, это, например, Ford Focus второго поколения, Opel Astra J четвертого поколения, это первая Kia Ceed, это Mercedes S-класс в 221 кузове, это Toyota Camry шестого поколения и это 200-й Land Cruiser. По требованию профсоюза дилеров всем им двойной налог, двойной техосмотр и срочный трейд-ин с обменом на нынешнего китайца. Требуется запретить в стране Land Cruiser, Camry, Mercedes, поскольку РУАД не может никому продавать Нивы и Хавал на 25 триллионов рублей в год. Прежде РУАД предлагал запретить людям самостоятельно распоряжаться имуществом и заставить продавать личные автомобили только через дилеров, закрыв все рынки в стране, а заодно все сайты частных объявлений. РУАД предлагал запретить применение закона о защите прав потребителей при продаже новых автомобилей в дилерских центрах, чтобы лишить покупателей прав на гарантию, техобслуживание, возврат товара ненадлежащего качества. Вигжель был успешнее РУАДа. Он управлял отраслью и бронепоездами. Было бы идеально новым законом о двойном налоге и двойном техосмотре для неугодных заодно разрешить РУАДу бронепоезда, чтобы дилерский профсоюз решал свои задачи, никому не обращаясь, без бумаг и волокиты, с выездом на место, отстреливая из пушек старую технику вместе с недовольным населением. Какая машина самая главная на Земле? Кто бренд номер один? Кого хочется всем человечеством? Ну, наверное, это Мерседес. Вроде бы весь мир держится на нем, ездит на нем, мечтает о нем. Даже там, где все умерло, жизнь закончилась или, как в Африке, не начиналась, последний, кто останется в живых, будет 123-й Мерседес. Новый Мерседес безоговорочно требуется украшением биографии любого приличного человека. Если ты чего-то достиг, у тебя обязательный Мерседес. Но ведь в Америке свой ориентир. Там все измеряется в кадиллаках. Удача, деньги, слава обязывают к кадиллаку. Парковка, кадиллак only, понятно всей Америке. Кадиллак в биографии, коллекции, мечтах каждого американца. Любой заметный американец непременно отмечен кадиллаком. Ну, до тех пор, пока у человечества есть Rolls-Royce, спорить бессмысленно. Он самый главный, престижный, дорогой. Хочешь сказать всему миру, не произнеся ни слова? Доверь это своему Роллс-Ройсу. Он молча все объяснит, всех поставит на место. Первый в мире – Феррари. О нем мечтают владельцы Мерседесов, Кадиллаков, Роллс-Ройсов. О Феррари мечтают дети в песочнице, с Феррари делают селфи девушки на выданье, на Феррари оборачиваются мужчины всех возрастов. На любой выставке единственный стенд, где под завалом из тел не разглядеть автомобили – Феррари. Вся публика, журналисты, зеваки, специалисты осматривают выставку, а потом приходят на стенд Феррари и остаются там, пока не прогонят. Стоят и только смотрят. Купить автомобиль, поставить его в гостиной, не сделать ни одного километра и жить с ним – это Феррари. Купить китайскую кепку с логотипом, поддельные часы, футболку и выйти в люди с гордой спиной, поскольку написано волшебное слово – это Феррари. Насколько Феррари лучшая машина? Ну, как правило, она и вправду превосходит остальных. Но самое главное не поэтому. Ведь на ней мало кто ездил. Ни у кого нет даже друга, племянник которого знает двоюродную сестру того парня, у которого жена в прошлом году познакомилась с человеком, сосед которого ездит на Феррари. Феррари – это безупречный имидж, самый профессиональный пиар, образцовый СММ, грандиозная репутация. Самое главное, Феррари – это легенда. Играть в эту легенду самим итальянцам не просто и не дешево. Для легенды нужна красота, строгость, деньги, Формула-1 и показательный пример стабильности. Все автомобили Феррари выпускаются только в Маранелло. Нет ни одной машины, собранной в Китае, Америке или на коленках юной наложницы арабского шейха. Феррари – это семья. Не в прямом смысле, когда замуж, хотя это был бы идеальный вариант. Это семья ближе к подобревшему и утратившему страшный смысл варианту мафии, где соблюдаются семейные ценности и традиции, куда не впустят случайных и откуда не выпустят ненужных. Феррари не позволяет своим автомобилям попасть в неправильные руки. То есть не каждый с деньгами и желанием
будет пущен на порог и купит себе Феррари. Проверка биографий и кредитных историй проходит глубже Марианской впадины. Есть черный список из тех, кто пытался перепродать, кто ругал и критиковал, кто брался тюнинговать, у кого есть свой Ламборгини, кто осмеливался провести сравнительные заезды с инструментарием и документированием. Им никогда не купить Феррари. Феррари считает свои автомобили идеальными. Их не за что критиковать, недопустимо сравнивать, переделывать, модернизировать, пытаться усовершенствовать. И в течение первого года владения свой Феррари запрещено продавать. Разочаровался, разлюбил, разонравилось, ошибся. Пей Чивис Ригл 1953 года за $10 000 и не смей избавляться. Попрание имиджа Феррари недопустимо, семья не позволит, что гарантирует зависть и понимание в глазах окружающих. Феррари недоступно, дорого, не по карману, но в этом наборе недосягаемости отныне существует поправка, о которой мало кто знает. 10% акций Феррари принадлежат Пьеро Энцовичу Феррари, сыну основателя. Кстати, ему всего 80 лет, кому интересно, вполне успевайте замуж. 21% акций принадлежит компании Exor, контролируемой семьей основателя Фиата Аньелли. С января 2016 года 68% акций Феррари публичные. Любой желающий может их свободно купить. Одна акция Феррари на Нью-Йоркской бирже торгуется за $488. Это самый недорогой, изящный, воодушевляющий способ заявить: «Я владелец Феррари». Антарктиду открывали и закрывали много раз. Первые несколько веков делали это мимоходом, вовсе не имея в виду ничего такого. Затем приноровились и стали открывать Антарктиду более целеустремленно. В 1820 году экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева открыла шельфовый ледник имени Беллинсгаузена, впредь считающийся Антарктидой. Потом за материк взялись всем миром и тоже немало преуспели. В 1902 году захотелось не только Антарктиды, но и техники, чтобы убедить себя в очевидных достижениях человечества. Тогда англичанин Роберт Скотт совершил первый полет над континентом на воздушном шаре. В результате людям стало опрометчиво казаться, что они сильнее природы, техника достигла своего максимума и, наконец-то, можно побеждать стихию не на своих двоих, а, например, на чужих 4. Мечталось на чем-нибудь приехать, быстренько покорить и вернуться обратно, и чтоб с комфортом в тепле, не погибнув по дороге. Но первый арктический транспорт пришлось подождать. В 1939 году американцы смастерили огромный сноукрузер. Слишком оригинальный автомобиль, бестолковый и бесполезный, на лысой резине без протектора, с трудом проехавший задом наперед 148 километров по снегу и умерший без особой пользы. В 1958 году за Антарктиду взялся Советский Союз и уверенно проехал по континенту на 2 гусеничных вездеходах «Харьковчанка», к концу 1959 года достигнув Южного полюса. Ездить по Антарктиде оставалось трудно, но стало обязательно. В 1963 году австралийцы доставили сюда Volkswagen Жук, затем второго, и с применением цепей противоскольжения буднично поехали на них с работы на работу, как принято во всем мире. Вместо ежедневного героизма стала налаживаться трудовая повседневность. В 1993 году ситуацию в Антарктиде взяли в свои руки американцы полярной станции МакМёрдо, сформировавшие гараж из обычных машин на каждый день. И когда персонал поехал по окрестностям на джипах, пикапах, грузовиках, фургонах, тракторах, снегоходах, всего более 100 единиц, в магазин, в бар, на работу, на пикник, возникло ощущение ускользающей экзотики. Вокруг все еще стихия, опасности, подвиги, а вместо героизма сел за руль и поехал по делам. Везде Антарктида, а будто Аляска. Выход нашли с характерной для американцев буфонадой. И специально для Антарктиды еще раз создали машину, олицетворяющую героизм. Огромную, мощную, необычную, чтобы, глядя на нее, становилось очевидным местные трудности, преодолеть которые в состоянии только мужественные люди на грандиозной технике.
Для этого канадской фирме Ford, специализирующейся на транспорте для нефтяников, геологов, буровиков, заказали самый большой автобус Terrabus, который только можно было засунуть в ледокол и доставить на континент. Машина получилась наглядная. Длина 14 метров, ширина 4 метра, высота 3,6, колесная формула 6х6, огромные шины с нормальным протектором, снаряженная масса 25 тонн, вместимость 56 пассажиров. Автобус стал рейсовым на маршруте от станции Макмердо до аэропорта. Но в Антарктиде аэропорт – это довольно условное место. Он вырублен во льду, недалеко от берега, в 15 минутах езды от полярной станции. Но одно дело, когда кажется, что до аэропорта рукой подать, и совсем другое дело, когда аэропорта нет там, где вы его оставили вчера. Льды нестабильны. Взлетно-посадочная полоса за ночь могла уплыть в океан, сдвинуться в сторону, вовсе потеряться. И требуется всем автопаркам выезжать на подготовку новой площадки подальше от берега и накатанных дорог. Тогда и автобус из рейсового Икаруса превращается в экспедицию сквозь торосы и неопределенность в неизведанную сторону света, указанную компасом и радистом. Terrabus так понравился полярникам, что они стали придумывать ему имя, чтобы как у корабля. На конкурсе победило предложение инженера Джона Райта, и автобус назвали Иваном в честь русского царя Ивана Грозного. Автобус «Иван» проработал в Антарктиде 32 года. Для многих он стал полярным символом, вещественным доказательством суровой жизни отважных исследователей. Брутальный автобус добавил героизма каждому километру, каждому пассажиру. Помимо отлично выполненной общественной миссии, Иван приобрел массу индивидуальностей, покрылся наклейками внутри и вмятинами снаружи. Вмятины сформировали неожиданную новую традицию. Как лунные кратеры, каждая из них получила собственное имя. На пенсию Ивана отправил не возраст и не прожитый километраж, а Дональд Трамп, сокративший бюджет полярных исследователей. Нехватка денег сказалась на техобслуживании машины, сделала невыгодной покупку запчастей и проведение регламента. Национальный научный фонд США, финансирующий антарктическую программу, решает, что с ним делать дальше. На сегодня автобус «Иван», как и полагается заслуженному пенсионеру на отдыхе, уехал жить в Новую Зеландию. Греется в тепле, гуляет по зеленым пастбищам, фотографируется с детьми. Мечтает устроиться экспонатом в музей. Самый крутой трактор в мире – Porsche. Не потому что лучший, а потому что Porsche. Это ведь очень необычно, когда великий производитель спортивных машин балуется тракторами. Хотя это не так, с точностью до наоборот. Трактор первичен, спортивный автомобиль вторичен. Когда в 1937 году Фердинанд Порше по заданию Германского фонда труда приступил к созданию народного трактора для Третьего рейха, фирмы Porsche не было и в помине. После войны, пытаясь хоть на чем-то заработать, Фердинанд Порше вернулся к идее трактора, как более кормящий. Он довел трактор до ума и уговорил фирму Уингер наладить производство, что делает основание полагать фирму тракторной, а не автомобильной. Трактор появился раньше одноименного спортивного автомобиля, как и в случае с Lamborghini, где тоже трактор первичен, автомобиль вторичен. Но трактора Lamborghini начались в 1948 году и не закончились до сих пор, а трактора Porsche мелькнули и прекратились в 1962, когда это подразделение купил грузовой МАН. С тех пор трактор Porsche стоит в музее, трактор Lamborghini продается в шоуруме дилера. Германская тюнинговая фирма Abt решила, что самых крутых тракторов должно в мире быть как минимум 3 – Porsche, Lamborghini и Abt. АБТ – это фамилия, мерседесовский AMG – аббревиатура, опелевский OPC – аббревиатура, фольксвагеновский Abt – конкретный человек Иоганн Abt и стоящие после его смерти в 2003 году у руля компании сыновья Юрген и Кристиан, а также молодой и горячий племянник Даниэль Abt, гонщик, плейбой, директор по маркетингу, герой социальных сетей. Специализация фирмы Abt Sportsline – превращение быстрых Audi в сверхбыстрые. Заодно тюнинг всех прочих моделей концерна, начиная от Шкоды и заканчивая Lamborghini. А еще Abt Sportsline доводит до гоночного состояния Volkswagen и Seat.
помогая всем маркам концерна уверенно выглядеть в ДТМ, Нюрбургринге и формулах. Теперь Даниэль Абт решил взяться за тюнинг трактора, сотворив из него что-нибудь максимально необычное. Первая мысль – трактор станет гоночным. И выступит, например, пейскаром, как в 1994 году сделали французы, выставив на Формулу-1 самый быстрый в мире автобус Renault Espace F1. Или трактор Абт выступит на ралли-кроссе, по аналогии с Бизон трек-шоу в Ростовской области. Приедет к своим, как самый красивый и самый быстрый, всех объедет, заберет призы и ящик ростовской водки. Но Даниэль Абт видит трактор в роли самого красивого тягача с прицепом, на котором Audi Abt RSQ8 и едет к очередному подиуму. Оттюнинговать он решил трактор фирмы Fendt. Даже на слух получается крепко. Abd Fendt. В партнеры фирма выбрана потому, что недалеко ехать. Она живет в соседнем городе в 30 километрах. Немецкая компания Fendt входит в американский холдинг AGCO и выпускает и без того очень красивые трактора, а заодно вполне дизайнерские комбайны и весьма эстетичные сеялки-веялки. Но теперь у красивого колесного трактора появится сверхкрасивая версия. Первый этап – обвес. Вместо рабочей обуви роскошные литые диски, полагающиеся огромного размера, самого нехарактерного для сельхозтехники вида. Общий цвет черный. Затем карбон. Везде, где только можно. Карбоновые крылья с аэродинамическими направляющими, карбоновый капот, потом новая светотехника и непременно новый салон. Следующий этап – двигатель и трансмиссия. Если кого-то не проймет внешность, проймет скорость. Трактор рискует получиться самым быстрым в мире. Если никого не впечатлят характеристики, возможности достижения крутого трактора, пиар-ход все равно получится отличный и обоюдный. Даниэль Абт поясняет, вот что бывает, когда вы думаете нестандартно. В фирме Fendt к его предложению отнеслись с восторгом. Автомобильные компании в космос не летают, но космосом интересуются. От освоения дальних планет не отказываются. Космос более модный, чем автомобиль. Утрачивать из-за Гагарина и Маска позицию любимой игрушки человечества машины не хотят. Автомобили выдержали столетнюю конкуренцию с самолетами. Воздухоплаватели начали немного раньше, были чуть успешнее и сразу стали легендой. На пилота смотрели как на сверхчеловека. Мечтали налить ему рюмку или выйти замуж. Затем появился автомобиль. С авиационным обожанием стали смотреть на шофера, которому тоже хотелось выпить или замуж. Потом началось освоение космоса. И тут уже никто не смог тягаться с космонавтами. Но автомобили позицию удержали. Космос и космонавты были недосягаемы, они все время где-то там. А машины здесь. Они оставались поблизости и все еще отлично подходили для обожания, преклонения, вожделения. Поскольку самостоятельно полететь в космос автомобили не готовы, они воспользовались услугами доставки и все равно приняли участие в освоении Вселенной, начав с луноходов. Первое в мире космическое транспортное средство, советский луноход-1, создавали военные. Доверить космос гражданскому автопрому в СССР было опасно. Ленинградский ВНИИ «Трансмаш» до лунохода мастерил плавающий танк Т-10 и БТР-50П, перенеся танковый подход на космическую технику. Луноход-1 получился похожим на краба, но благодаря колесам все же скорее автомобиль, чем танк, хотя и без людей на борту. Первый космический автомобиль, лунный ровер с живыми людьми за рулем, в 1971 году построил General Motors вместе с Боингом для экспедиции Аполлон-15, постепенно создав небольшой автопарк и даже установив лунный рекорд скорости 18 км в час в ходе миссии Аполлон-16. Всего лунных роверов 3, все они до сих пор припаркованы на Луне. С Марсом также красиво не получилось, но и по нему ездили всем миром, устроив состязание между СССР и Америкой. Советский марсоход Проб-М опять создавал ленинградский танковый ВНИИ «Трансмаш» и сделал его привычно похожим на гусеничный БТР. Американский Соджорнер колесный и похож на советский луноход-1.
Но дальнейшее освоение космоса показало, что галактическая специфика требует совсем иных компетенций, которыми автомобильные компании не обладают. Поэтому автомобильные фирмы принялись за Голливуд. В кино можно на любой планете создать привычный мир и спокойно ездить по нему на узнаваемом и понятном. Audi в 2015-м построила луноход Lunar Quattro, снявшийся в фильме «Чужой завет». Реальный полет на Луну пока не состоялся, зато product placement удался. Lexus для фильма «Валериан и город тысячи планет» в 2017-м смастерил не автомобиль, а летательный аппарат Skyjet. Без колес не очень, но зато Lexus. Потом Илон Маск в 2018-м запустил настоящий автомобиль в настоящий космос. На своей ракете отправил свою красную Tesla Roadster куда-то в вечность. Но все это случайно оказавшиеся в одной корзинке несовместимые игрушки. Audi хоть и сделала настоящий луноход, попутчика, готового подбросить его до спутника Земли, пока не нашла. Lexus сделал красивый реквизит. Илон Маск к совмещению функций ближе всех. Он и в космос летать умеет, и автомобили делает. Сейчас все забыли, что Илон взялся за электромобили не ради землян. Теслу он затеял для поездок по другим планетам. На Земле из нее получился удачный бизнес, но это лишь тренировка перед главной миссией. А вот теперь за космос взялась Honda и построила свою ракету, настоящую, многоразовую, и провела первый испытательный полет. Взлетела, отработала, приземлилась и даже не взорвалась. Помня грандиозную рекламную кампанию, всеобщую истерику и падающие с неба фальконы, вошедшие в привычку, японцы никому ничего не сказали и рано утром аккуратно улетели и спокойно сели. Задача Honda к 2029 году достичь суборбитального космического полета, дав возможность своей стране запускать спутники, не полагаясь на Россию, Китай и Америку. Honda заявляет, что начала исследования в области разработки ракет специально для запуска спутников, поскольку это может привести к появлению различных услуг, совместимых с другими направлениями деятельности компании Honda. Потребность в большом количестве спутников на низкой околоземной орбите продолжает расти, и Honda хочет быть готовой к будущему подключенных автомобилей и потенциально автономному вождению. И для этого Honda летит в космос сама. Фестиваль старинных автомобилей «Нестареющая классика» на 18-м году жизни переехал из города Биржай в Большой Каунас. На аэродром собрались автомобили со всего мира, украсив большой букет государственных флагов заведомой экзотикой. «Нестареющая классика» – фестиваль непростой. Это не только место, куда приехали интересные машины в хорошем состоянии. На самом деле это смотр лучших в Европе мастеров реставрации. Латвия и Литва лидируют с огромным отрывом. Так как работают местные реставраторы, в Европе еще не умеют. Если вы видите своими глазами довоенный 830-й Хорьх 1934 года, значит перед вами минимум 10 лет кропотливой работы и бессонных ночей и заслуженный гран-при за качество. Суть реставрации в том, что автомобилю возвращают первозданный вид по технологиям его времени. Ни одного современного решения, ни одной современной детали, никаких современных материалов. Все точно так же, как в момент его рождения. Хорьхи в таком состоянии есть только здесь. В Германии они хуже. А Паккарда нет даже у самих американцев. Эта машина тоже отреставрирована в Латвии и приехала в Литву, по праву взяв гран-при за все сразу, и за качество, и за количество. Модель, вошедшая в историю под именем 120, хотя ее официальное наименование Packard 120. Американцы из Паккарда не очень умели придумывать имена, и в данном случае машину назвали в честь колесной базы. Она 120 дюймов. Выполнена машина завораживающе.
Этот шикарный Rio Flying Cloud 29 года. Вы его уже видели. Машина не отреставрирована. Она в аутентичном состоянии. В каком виде довелось ей оказаться в любящих руках, в таком и ездит. В силу почтенного возраста имеет право на капризы и недомогания. На нестареющую классику приезжают машины не только после отличной реставрации, ради очень важных аплодисментов, понимания, оценки. Здесь непременно появляются автомобили от чистого сердца, которые любят для себя и раз в году дают восхититься остальным. Империал 60-го года. Бренд принадлежал Крайслеру. Примерно такая машина подорвала устои социализма на выставке в Сокольниках в 1959 году. В Америке этот экземпляр был заброшен, долго стоял у забора, в Литве возрожден и ездит. Она пришла с Америки в очень плохом состоянии, но 15 лет обратно ее сделал, вот в таком виде она сохранилась 15 лет. Ну, зимой он едет, и летом только. Уже надо делать, и опять по новой, все уже растерлось. DeSoto Fire-Dome 59 года. И это тоже корпорация Chrysler и тоже диверсия против социализма с выставки в Сокольниках. Не остолбенеть от такого нельзя было ни тогда, ни сейчас. Но в те годы любой советский человек знал, что больше никогда в жизни не увидит ничего подобного. Сегодня DeSoto ездит по соседним улицам. Отличная особенность фестиваля «Вечная классика» – подиум. Автомобили не стоят, а выезжают на публику и красуются, давая возможность налюбоваться, поглядеть, послушать голос этого Бьюика 28-го года. Мало кто слышал. Gerai, laukime dar vieno svečio, jis važiuoja į sceną. Dabar pagal eilę jau nebežinau, čia kuris žmogus, bet nesvarbu. А как у этого Бьюика проверить уровень масла в двигателе? Щуп слишком просто для эпохи великих инженерных достижений. Здесь уровень подсказывает поплавок. Дедушке на подиуме в этом году исполнилось 100 лет. Не который за рулем, который автомобиль. Паккарт 1925 года. Skubančiam nervuotam žmogui nebūtų ką veikti. Tiesiog mestų tą raktą ir sakytų, nebesukinėsiu aš tų veržlių, nieko aš nebetaisysiu, nieko neremontuosiu. Čia reikia ir kantrybės, išsilavinimo ir elegancijos. Ačiū labai, paplokim! Dar vienas gražuolis. Šiuokart be abejo, jau kabrioletas atvažiuoja pas mus. Ir vėl tobulai kaip bitutė veikiantis variklis. Važiuojame apačią. Kviečiame atvažiuoti sceną, prašom.
Автомобилей с двигателем V16 в истории человечества было только два – Кадиллак и Мормон. Сегодня добавилось еще немножко, но это не совсем то. Кадиллак, поскольку был главным на Земле, моделей с V16 сделал две. Это машина второго поколения образца 1938 года. Увидеть ее на улице примерно как увидеть Монику Белуччи. Двигатель у Моники объемом 7,4 литра, мощность 185 лошадиных сил, скорость 160, ну, я бы не советовал. С Моникой надо фотографироваться, вздыхать, стесняться, помнить всю оставшуюся жизнь. Москвич городской и москвич деревенский. 407-го вы встречали, 410-й на публике впервые. Интересные оба, но полноприводный, большая редкость. Его выпускали всего 3 года, с 57 по 60, после чего завод МЗМА надорвался и прекратил. В этом году на нестареющей классике впервые появилась отдельная жилплощадь с мотоциклами. Изделия очень интересные. Но удивить сильнее, чем Хильденбранд и Вольфмюллер 1894 года, ни у одного из них не получилось. Эта штука показывает, насколько лихо резвилась инженерная мысль в самом начале, когда мотоцикл не был ни каноническим, ни логичным, ни понятным. Своей конструкцией он озадачивает, а 131 год тому назад еще и пугал. Вопросы, ответы, реплики. Ник, который вы услышите и сами себя переспросите. Вечная скорбь о разлученных. Ну, вот так человека зовут. Весьма назидательная концовка программы. Желание расстрелять всех по любому поводу стало обыденной нормой в нашем кровожадном недосоциуме из утративших человечность плебеев. Даже женщины часто говорят: «Ух, был бы автомат, перестреляла бы всех, кто мне не по нраву». Наверное, и всех американцев за цены на картошку и бананы, ставшие теперь для многих изысканным деликатесом. Артур Компьютер. Российская медицина переходит в ветеринарию. Скот тоже не ставит в известность о болезнях и дате забоя. А молчаливый и покорный скот, народ, и так стоит в стойле, ожидая забоя, СВО или стрижки, цены, штрафы, ЖКХ, пенсии. Good soul. Подонки, плюющие на законы, вечно скулят, когда их преступления и нарушения кто-то обнародует, и они получают наказание. При этом подонки винят в этом не себя, как первопричину наказания, а сообщившего об этом человека. Подонки изо всех сил противостоят одной из основ развитого общества – неотвратимости наказания, ибо они думают, что сами вольны решать, какие законы нужно соблюдать, а какие нет. И этим подонкам государство дает в руки планшеты и делегирует карательные полномочия, поскольку само за всеми не успевает и очень нуждается в помощи подонков. Государство не справляется с населением без вашей помощи. Арнольд Аппалуп. Не каждому дано ездить на автомобиле. Сейчас же каждый суслик за рулем. Дороги не успевают строить за ростом автовладельцев. Сюда и женский пол подключился. Поэтому забирать надо, а лучше сразу не давать каждому встречному, поперечному, чтобы потом не забирать. И к тому же 80-летним за рулем делать нечего. Женщина не человек, марш на кухню, старикам тут не место, брысь под лавку. Ездить дано не всем, и нечего раздавать права каждому встречному, поперечному. И еще надо череп замерить, чтобы сразу понятно, кому все, а кому только ползком. На сегодня все. До свидания.